Филипп Маунтбеттен не был рожден, чтобы править. И уж точно в его ранние годы никто и предположить не мог, что принц из обнищавшего рода греческих и датских королей, да еще и не первый в линии наследования, станет частью истории великой монархии совсем другой страны. Родной дядя Филиппа был последним правящим королем у греков. Георгом, отец же самого Филиппа, принц Андрей, был шестым ребенком в большой королевской семье, а потому ни на что не претендовал. Но колесо истории завертелось, когда в 1922-м антимонархисты свергли Георга, и, в отличие от российских революционеров, позволили членам королевской семьи покинуть пределы Греции. Что принц Андрей сделал благоразумно. Филиппу на тот момент был всего 1 год. (1922 год). Филиппу всего год. 1922 год. Фото ориентировочно сделано уже во Франции, после бегства родителей. 1925 год. 4-летний Филипп в роли королевского барабанщика на яхте своего отца. (1928 год). 7-летний Филипп вместе с мамой и родными на юге Франции. Ни денег, ни наследства, ни родины. Единственное, чем мог похвастаться Филипп, это его кристально чистая аристократическая родословная, где фигурировали такие личности, как российский царь Николай I, английская королева Виктория и датский король Кристиан IX. Филипп был 5-м ребенком и при этом единственным сыном своих родителей. Как известно, в ту пору образование считалось исключительно мужской прерогативой. Поэтому у родных не стояло выбора, кто поедет учиться в школу к родственникам в Великобритании. И в возрасте 7 лет Филипп впервые покинул родителей. Мальчик оказался в Лондоне, но до судьбоносной встречи с Елизаветой оставалось еще больше 10 лет. (1929 год). С одноклассниками в Лондоне. 8 лет. 1930 год. 9-летний Филипп, принц греческий в национальном костюме. С 1933 по 1935 год Филипп жил и учился в Германии, а затем в Шотландии, в школе Гордонстоун. О том периоде его жизни осталось мало информации. Разве что несколько любопытных фотографий, на которых повзрослевший принц участвует в школьной постановке шекспировских Макбетов в роли Дональбейна, то есть Дональда III Красивого. Согласитесь, это символично, что изображаемый Филиппом исторический персонаж был завоевателем Эдинбурга, столицы Шотландии, а, как мы помним, Филипп после женитьбы на Елизавете стал герцогом Эдинбургским. (1936 год). Перед спектаклем 1936 год. Перед спектаклем в 1939 году греческий принц учился в военно-морском колледже в Дартмуте. Там-то, во время визита короля Георга VI, и произошла встреча 18-летнего красавца с 13-летней Елизаветой, которая приходилась ему четвероюродной сестрой.
Юная принцесса влюбилась в высокого блондина голубых кровей сразу и безвозвратно. Между ними завязалась дружеская переписка на правах родственников, которая неожиданно для отца и матери Елизаветы переросла в нечто большее. Мало кто из королевской родни подозревал, что Елизавета уже после первой встречи с Филиппом решила, что выйдет замуж только за него. – 1939–1940 годы. Учеба в военно-морском колледже, по окончании которой принц получил звание мичмана. Филипп, в центре, стоит, прослужил всю Вторую мировую войну в военно-морском флоте и дослужившись до звания лейтенанта. Все время, пока шла война, Филипп и Елизавета не теряли связи. Разумеется, родители будущей королевы Великобритании не были в восторге от выбора дочери, но Елизавета умела настаивать на своем. История их переписки могла бы стать сюжетом для очередной шекспировской пьесы. Письмо приходилось передавать тайно, через доверенных лиц, в обход родителей. Влюбленным помогали сочувствующие родственники, втайне надеявшиеся на то, что можно будет извлечь выгоду из союза греческого принца и английской принцессы для себя. В 1946 году Елизавета фактически предложила Филиппу сделать ей предложение. Король Георг, скрипя сердце, дал свое благословение на этот брак, который по тем временам выглядел таким же мезальянсом, как 65 лет спустя, свадьба принца Уильяма и Кейт Миддлтон. (1/0) Ради Елизаветы принцу Филиппу пришлось отказаться от титулов принц греческий и принц датский, принять англиканскую веру, взамен греческого православия, взять британское подданство и обрести новую фамилию – Маунтбеттен, так на английский манер звучала фамилия его матери – Беттенберг. В 1947 году Филипп стал самым популярным молодым человеком Великобритании. Филипп играет в крикет. Лето 1947 года, незадолго до свадьбы. Накануне свадьбы дочери король Георг VI даровал будущему зятю титул герцога Эдинбургского. Пышная королевская свадьба состоялась 20 ноября 1947 года. Но это уже другая история. Читайте «Пир после чумы», как Великобритания выдавала замуж будущую королеву Елизавету II. Филипп и Елизавета на балу, еще в качестве жениха и невесты, 1947 год. Филипп в качестве жениха Елизаветы сопровождает ее и ее сестру Маргарет, на переднем плане, в театр, 1947 год. Фото: Getty Images.